Сегодня 30 декабря, уже конец года. В конце этого года мы вернулись из Польши в Россию, чтобы отпраздновать Новый год с друзьями, как-то здесь провести какое-то время, потом дальше путешествовать или вернуться в Польшу. В общем, посмотрим, как будет. Но пока мы здесь, в нашем родном городе Новосибирске, я хотела сделать очень многое в плане посетить какие-то памятные важные для меня места, посмотреть, что для меня изменилось или не изменилось за 1,5 года, пока меня здесь не было, что-то, наверстать, так сказать. И начну я серию таких роликов, наверное, с собственного района. На днях мне нужно было пойти из квартиры моего брата, где мы сейчас живем, до квартиры моих родителей, собственно, где я выросла. Это все находится в одном и том же небольшом микрорайоне. Называется микрорайон Шлюз, потому что, собственно, здесь есть Обское водохранилище, которое я потом покажу в другом ролике. И, собственно, здесь есть Шлюз. Район, не знаю, старый, не старый, что считается это старым. Относительно Кракова, наверное, это не старый район. И я здесь ходила в школу, я здесь ходила в детский садик. Здесь прошло все мое взросление. Я решила заснять, именно пока иду сквозь район, самые такие памятные места, как они сейчас выглядят. Но все-таки это зима, Сибирь, и шло много снега, поэтому снимать было непросто. Хотя зима сейчас теплая, всего -8, было -11, но руки все равно замерзали снимать, да и много снега было, оно налетало на камеру. В общем, начала я свой путь с дороги мимо поликлиники нашей, куда я ходила все детство, куда нас с классом водили и так далее. И первым делом, что я обнаружила, это что там перед поликлиникой зачем-то поставили, что хорошая вещь, баскетбольную площадку и футбольные ворота. Только удивительно то, что она явно была абсолютно не использована очень долгое время. Как мы видим, место не особо популярно зимой. Лавочки почти не видно даже. Это забавно. Причем они видно новые. Тут чисто, мусор весь собран. Подошла я к поликлинике, и разом на меня нахлынули все мои детские воспоминания о том, как там были разукрашены стены какими-то рисунками из мультиков, как там в очереди стоишь с бабушками, как ты там отпрашиваешься, что ты болеешь, чтобы в школу тебе какую-нибудь справку написали, какое там все такое зеленое, коричневое. Со стороны казалось, что поликлиника выглядит примерно так же, как раньше. Я не знаю, как сейчас там лечат, насколько все хорошо или плохо там, но ничего особо там не изменилось за это время, пока, единственное, что я заметила, что везде пластиковые окна все-таки поставили, а люди там, наверное, не мерзнут внутри. Это уже хорошо. Потом надо упомянуть все-таки, что наш район, он такой приколен своей, скажем так, природой, потому что за моим домом, за домом моих родителей и вообще рядом находится Академгородок, много леса есть. В общем, можно выйти было из моего дома и пойти зимой кататься на лыжах в лес. Собственно, на физкультуру мы тоже ходили на лыжах в лес. В общем, на самом деле много природных таких интересных мест, и плюс небольшое есть болото. Хотя я не знаю, даже это болото или просто ручейки, но зимой они замерзают, а летом там такой небольшой прудик, и там у нас уточки прилетают. В общем, в целом есть где погулять, можно так сказать. И всегда можно было пойти, не знаю, пикник устроить или что-то еще, и никаких проблем с этим не было. Но зимой в этом есть какая-то, как это все выглядит, есть какая-то, конечно, атмосфера. Я очень плохо снимаю на камеру, поэтому мне сложно было это передать. Это все превращается в такую зимнюю замерзшую сказку, которая застыла во времени. Это, конечно, прикольно. Но не прикольно было, что нам приходилось зимой в течение 45 минут ходить на лыжах в лес по замерзшему болоту. И я специально дошла до школы, до этого места, чтобы посмотреть, как сейчас это выглядит, гоняют ли сейчас школьников по замерзшему болоту в течение 45 минут, переодеться, надеть лыжи и пойти в лес круги наматывать. Это так странно. Это часть моей школы. Тут мы приходили выходили с одного угла, приходили в этот спортивно-оздоровительный комплекс, чтобы здесь переодеться и пойти кататься на лыжах. Сдавать нормативы. Но мы ходили туда, а сейчас здесь все перекрыто. Я училась, здесь не было так много деревьев, мы скатывались вот здесь. Тут была дорога снежная, она вела вон в тот лес. И там мы делали круги. Должны были вернуться.
То есть на это про все у нас был урок 45 минут. Мы должны были вернуться туда. Ну и потом я подошла, собственно, к школе. Вернемся к моей школе. Утром меня бесило, конечно, в нее ходить. А кто вообще не бесился ходить в школу? Потому что утром темно, тут светлее только там в 9-10 зимой. И ты идешь в 8:30, к 8:30 утра, тебе темно, часто зимой еще очень холодно. А типа, ну, можно было не ходить в школу, только если вставало там минус 30 градусов. Тогда можно было не идти в школу. Вот. И ты надеялся каждое утро, подходя к окошку, что там будет, на градусник посмотреть, что там будет минус 30. И тогда ты можешь не пойти в школу. А если было минус 28, то надо было одевать баллонки, все вещи и идти. Просто неприятно, когда очень темно, а тебе же надо вставать и идти в этот холод. А так у меня очень хорошие воспоминания от школы. Есть и плохие, естественно, как, наверное, у любых людей в школе со всякими неприятными взаимоотношениями с людьми. Но есть и хорошие, потому что мои лучшие друзья — это до сих пор мои лучшие друзья из школы. И я подошла к школе, думала, может быть, она сильно изменилась. Но нет, она выглядит абсолютно так же. Там я видела через окошки, там какие-то, видать, внутри все покрашено, может быть, изменилось, но снаружи она выглядит абсолютно так же. Ничего не изменилось. И я шла специально вот по этим местам, думая, буду ли я что-то чувствовать, потому что у нас некоторые места в голове или воспоминания, они у нас такой дымкой покрываются, и мы вспоминаем их с теплом, какой-то вот приукрашиваем. И когда приезжаем в эти места, некоторые места реально оказываются такими, как нам и кажется, классными и хорошими. А некоторые места ты приходишь, и ты понимаешь, что как будто ты очки протер. Ты многое не видел, многое не замечал, и сейчас ты смотришь на них как чистыми линзами. Я сейчас смотрю на эту школу и понимаю, что хорошая школа, спасибо, там были и хорошие, и не очень учителя, и всякое там было, но, наверное, никого не обижу, если скажу, что выглядит она не очень современно, скажем так. Вот, потом, но мне очень дорого эта дорога до школы, потому что я жила практически дальше всех, ну, относительно, вот, и мы встречались с моей лучшей подругой, которая ездила в Киев, возле ее дома и вместе шли до школы. Это было прикольно. Не знаю, в моей голове все выглядело немножко лучше. Мне, конечно, приятно пройтись по этим местам и увидеть, что они такие же. Но, с другой стороны, неприятно, что они абсолютно такие же. Потом я дошла до детского садика, потому что дорога... Это все одна и та же дорога, по которой я шла каждый день в школу. Детский садик тоже стоит такой же. Ну, наверное, это все новые игрушки, горки и так далее хотя бы. Вот, но теперь он кажется немножко меньше, чем он был, конечно. Чем он был когда-то. Вот. И да, меня там именно возмутило больше всего, что там, как и вот тогда, когда я ходила в детский садик и в школу, как тогда было неудобно ходить вот именно по пешему прохожему, потому что зимой все засыпало снегом, и это была не дорога, это просто притоптано было, а так как много раз притоптано, то во многие места очень скользкие, люди падают, тебе что-нибудь ломают, и окей, как бы, все так живут. Мне нравились в детстве эти места, мы спокойно гуляли по всему этому району с друзьями, где только там не тусили, играли во всякие игры, и в бейсбол, и просто во всякие там, не знаю, казаки-разбойники, или с подружками собирались вместе в какой-то из этих точек по дороге и шли в более приятные места моего района, я потом покажу их в другом выпуске. Я сейчас показала свой стандартный, стандартный путь по району, где до поликлиники, до школы, до детского сада, и как это все выглядело. Вот, и в итоге я почти пришла до дома моих родителей, и вот это место, я не знаю, каким бы оно, наверное, ни было, мне сложно относиться с каким-то негативом, потому что это все-таки мой двор, я в нем выросла, и мне до сих пор прикольно, мне кажется, в этом что-то... Вот, это как я раньше рассказывала про дом бабушки. Он, может быть, выглядит бедно, но он выглядит интересно, в смысле, с точки зрения какой-то культурной. Это вот наша вот фишка, какие-то такие-то дома. Но ты, то есть, уже по-другому смотришь на это, с каким-то теплом, и вот какой-то, это наша культурная особенность. Также я вот смотрю на дом своих родителей. Да, это 9-этажки, страшные, ужасные 9-этажки, но мне кажется очень прикольно, что у нас вот эти подъезды выложены какой-то вот такой советской мозаикой с олимпиадным мишкой и так далее. Это в этом что-то есть интересное. Я очень любила этот двор, потому что за ним идет лес, прямо за ним можно пройти сквозь двор, и туда люди уходят гулять с собаками, зимой гулять на лыжах, или просто по зимнему такому заснеженному лесу можно прогуляться. Вот. В общем, у меня смешанные чувства остались.
мне бы хотелось, чтобы мой район, который мне дорог, каждый угол, он наполнен какими-то воспоминаниями, его хотя бы чистили. Вот. Завтра Новый год. Этот год, я не знаю, каким он был для многих, плохим или хорошим. У меня он был достаточно тяжелый, но очень интересный, очень насыщенный, интересный. Мы смогли переехать в Польшу, мы смогли там найти друзей, мы получили документы, мы получили карты побыта. И это все здорово. И я рада, как бы подытожив этот год, вернуться в Новосибирск, как бы как такую точку поставить интересную. Понятно, что мы вернемся в Польшу и будем жить там, но как итог еще хочу сказать, что этот канал, он дается достаточно тяжело, но интересно. Я, по крайней мере, как бы он ни развивался, быстро, не быстро, медленно, не медленно, я снимала то, о чем я хотела, и мне было очень интересно это все делать. Поэтому я хочу еще показать, и я покажу, если вы поддержите этот канал. Если вы поддержите этот канал, то я обязательно покажу, как русские люди справляют Новый год, что обязательно должно входить в этот Новый год, и причем здесь польская актриса. Я покажу такие советские районы в плане вот ГЭС или шлюз с водохранилища, совсем как вот это было устроено, которые строились под рабочих. Я покажу деревню, я покажу очень интересные места и много такого антуражного. А еще у нас есть несколько планов про путешествия в такие очень интересные страны, поэтому поддержите этот канал, чтобы это стало возможным, потому что камера уже немножко не вывозит, и ей нужна небольшая помощь, поэтому можно нажать на кнопку «Спонсорство», выбрать любую форму спонсорства, которая удобна вам, хоть там небольшую, большую, и в зависимости от того, какую форму спонсорства вы выберете, мы можем с вами проводить трансляции. Вы часто пишете, что вы смотрите, чтобы там тренировать свой русский язык. Там мы можем общаться, тренировать русский язык, отвечая на вопросы, которые вам интересны. Я могу снимать специальные ролики, которые вам интересны для вашей тренировки, или отвечать на вопросы, которые у вас возникают, может быть. Поэтому всех я поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю всего замечательного, чтобы ничего плохого не происходило, потому что последние года были, правда, тяжелыми. И здоровья. Увидимся в следующем году.